Всем доброго утра. В нарушении всех традиций сегодня снимаю утром. Решила сначала снять эти работы, потом заниматься своими делами. Перед вами девятихвостая лиса-ведьма из японской мифологии. Кицуне или кицуне. Но не в том суть, как мы произносим, а в том, о чем она вообще, что из себя представляет. Хитрость. Работу, которую я вам сейчас подарю, с кицуне не особо связана, но связана с хитростью лисы. И называется кольцо хитрости. Такая традиция начитать на какие-то предметы. Эта традиция существует издревле. Читали ли, например, на булавку, закрывая слова, и носили с собой? Читали на кольцо, на иное украшение, на нить красную. Это все делалось для того, чтобы иметь защиту и помощь в тот момент, когда в какой-то ответственный момент человек куда-то шел по своим делам. Часто вы можете увидеть у известных певцов и певиц, например, красную нить в виде браслета. Начитывается и завязывается эта воля для того, чтобы концерт прошел хорошо. Чтобы не случилось с ними ничего такого лихого и так далее. Различные есть методы, традиции, обычаи, направления магии. И какой бы религии человек себя ни относил, в любом случае он хотя бы раз в жизни обращался к магии, к заговорам, либо сам читал, либо ходил к людям, знающим, понимающим в этом деле, и получал помощь. Потому что люди понимают, что эта древняя наука, она реально существует и тысячелетиями помогает людям. Даже те, кто это не признает, кто это осуждал или высмеивал, рано или поздно обращаются к таким людям. Либо к этим силам, либо в интернете ищут какой-то соответствующий заговор или ритуал для удачи в деле, для усмирения врагов и прочее. Когда доходит дело до какого-то отчаянного момента, человек начинает искать спасение, забывая о своих принципах, обо всем на свете. Потому что ему это спасение нужно. Когда-то очень давно ко мне обращалась попадья. И на мой удивленный вопрос, а как же ваше учение? Мало того, что ты человек верующий, так еще и жена священника. Она сказала: религия для утешения, а магия для помощи. Думаю, ладно. Интересно получается. Как что, ведьмы такие-сякие, а как тяжело, матушка, помоги, подсоби и так далее. Когда вы идете на что-то важное мероприятие, может быть, на работу устраиваться, может быть, на какие-то переговоры, неважно, вот вам нужно, чтобы в этот момент было, как вы хотите. Вам надо надеть кольцо хитрости. Если вы идете, например, где много людей, где вечеринка какая-то или какое-то там собрание, свадьба, не знаю что. Вот куда-то туда, где должны быть еще и какие-то важные разговоры, лучше выберите кольцо поярче. Если вы идете устраиваться на работу, лучше возьмите кольцо поскромнее.
это не обязательно, чтобы вы читали именно на это кольцо всегда и постоянно. Хотя лучше, конечно, выбрать одно украшение и все время начитывать на это украшение, тем самым усиливая это украшение как можно больше. Кольцо должно быть из благородного металла. Золото, серебро, платина. Ну, платина встречается гораздо реже, но тоже есть. Сейчас покажу вам красивое необычное кольцо. Есть варианты из серебра такого кольца. Это золото, это белое золото. Опал, ой, значит, топаз, там, цианид и так далее. Неважно, просто это яркое кольцо выбрала для того, чтобы оно запомнилось, то есть запомнился этот заговор, этот ритуал. Невзрачное маленькое колечко, оно как-то так более показывает в серых тонах работу. Для яркости выбрала такую красоту. Сейчас я вам покажу. Вот. Это колибри. Колибри на цветке. Оригинально, правда? Необычная работа, очень красивая. Вот на это кольцо я сейчас начитаю заговор, который хочу вам подарить. Нужно начитать 6 раз на кольцо. Наденьте на палец и начитайте 6 раз. После чего не снимать это кольцо от начала и до конца вот разговора или там, что там будет происходить. До конца всего важного, что должно быть, не снимать данное кольцо. Когда придете домой, тогда снимите. И запомните, что такие работы, они действуют, то есть это на один раз. Такие вот, если так грубо говоря, одноразовые работы. Именно на этот случай. Это кольцо, оно не сохранит в себе больше эту силу и энергию, как только вопрос будет решен. Вот с того момента, как вы надели, и после того, как вы сняли, все, функция закончена. Если вам придется снимать, вам придется еще раз начитать. Ну, там, например, на месте, там, не знаю, что вы там будете делать, придется кольцо снимать. Значит, надо еще раз начитывать. Вы закрепляйте духа-помощника, который в данный момент вам поможет решить этот вопрос. Хочу вам объяснить, что гораздо легче выходить на связь с силами через предметы-посредники. Поэтому и заговаривали кольца, украшения, платки, сундуки, там, зеркала и так далее. Смотря кого призывали и кого просили. Но в основном для того, чтобы оморочить, для того, чтобы навязать свою волю и прочее, всегда были украшения. Во-первых, украшения притягивают взгляды. Тем самым человек сам попадает в этот капкан. Он смотрит на украшение, он уже под влиянием вот той силы, которая привязана к этому украшению и будет помогать в данной ситуации. Во-вторых, сила, которую вы призвали, вы дали ему определенные задания и отправили вперед выполнять это задание. Поэтому силы будут это выполнять, делать, получая энергию от того человека или от тех людей, которые должны подчиниться вашей воле. Это их откуп. Поэтому у них есть заинтересованность делать так, как вам хочется, как вы просили. И самое главное, что такие заговоры очень эффективны, которые начитываются на определенный случай. Они не теряют свою силу, они действуют именно вот в этот момент. То есть не проходит определенное время, чтобы переживать, насколько там сильно это вот, этот заговор, эта сила привязалась и осталась. Получилось, все, оно теряет автоматически свою силу. То есть надели кольцо, вот так начитали 6 раз и пошли туда, куда вам хочется и куда вы должны пойти.
Как только вы сняли кольцо, все, этот заговор закончился, исчез. Оно выполнило свою функцию и закончилось. А теперь заговор. Кольцо хитрости на палец надеваю. Хитрость в кольце закрываю. Солнце с луной сговорились, между собой договорились. Слова мои утвердились, исполнились, закрепились. Духи хитроумные в кольце заселились. Разум всех вокруг мне подчинили. Перед моей волей все склонились. Хитрость в кольце запираю. Что хочу, все получаю. Истинно так, заклинаю. Первый раз одно слово неправильно прочитала. Сейчас исправлю. Кольцо хитрости на палец надеваю. Хитрость в кольце запираю. Солнце с луной сговорились, между собой договорились. Слова мои утвердились, исполнились, закрепились. Духи хитроумные в кольце заселились. Разум всех вокруг мне подчинили. Перед моей волей все склонились. Хитрость в кольце запираю, что хочу, все получаю. Истинно так, заклинаю. Здесь слово «заселились», оно намеренно как бы именно так обозначается, потому что поселились, это значит, они надолго там остаются. Это как пришли жить, а заселились, просто зашли. Зашли на время в это кольцо или в этот предмет. Кольцо хитрости на палец надеваю, хитрость в кольце запираю. Солнце с луной сговорились, между собой договорились. Слова мои утвердились, исполнились, закрепились. Духи хитроумные в кольце заселились. Разум всех вокруг мне подчинили. Перед моей волей все склонились. Хитрость в кольце запираю, что хочу, все получаю, истинно так, заклинаю. 6 раз читать не буду, вам нужно читать 6 раз. Проведите все правильно, как положено, и потом увидите, как все эти встречи будут происходить в вашу пользу. Мало ли там, ребенок пошалил в школе, надо пойти с директором поговорить, еще какие-то вопросы, которые нужно решить. Может, куда-то надо пойти, там что-то там отчитаться и так далее, и так далее. Начитайте на кольцо. Даже если там вы на работе вдруг это вам сказали, не нужно специальные кольца искать. Любое кольцо на вашем пальце. В конце концов, если очень срочно нужно, идите, возьмите какое-нибудь недорогое колечко из золота или серебра, начитайте, наденьте и идите на эту встречу. И все именно произойдет так, как вам хотелось бы, в вашу пользу, по вашему желанию. Потому что эти силы, они будут с вами, они будут вас сопровождать и помогут. И после того, как все закончится, даже человек, который пошел вам навстречу и сделал, как вы просили, он сам будет удивлен, как так получилось, что он просто сделал, как вам хотелось. Это и есть тайны, секреты людей, которые пользовались определенными знаниями во все времена и достигали успехов. Хотя другие думали и не понимали, почему так произошло. Вроде бы ничего не предвещало, что этот человек сможет добиться своей воли, а он добился и добивался всегда. Всем удачи!